Одна из моих любимых тем — Notion-агенты. И теперь они нам доступны, и мы можем их кастомизировать, персонализировать, все под себя по винтикам настраивать. И это потрясающая возможность, чтобы еще ближе познакомиться с AI-системами, с тем, насколько они могут упростить нам жизнь. А если мы пользуемся Notion, еще и с тем, насколько теперь мы можем много работы по построению архитектуры делегировать нашему ассистенту, которому надо платить всего-то $20 в месяц. Ну, разница огромная. Но перед тем, как делегировать, давайте узнаем, что точно нужно сделать для того, чтобы этот ассистент вас не разочаровал. В сегодняшнем видео будем учиться настраивать Notion ассистента с нуля, а также где-то в середине видео я скажу, как получить такой шаблон, куда просто надо внести свои данные и все, и подключить к своему ассистенту, и он уже будет работать. Так что смотрите внимательно. Будем говорить про подводные камни, про всякие фишечки. Так что оставайтесь, у нас маленький тайминг сегодня. Настроим базовые ассистенты. Если нужно будет более развернутое видео, то дайте знать в комментариях, там мы уже с вами разойдемся не на шутку. Но для начала вообще про возможности. Что может Notion ассистент? Он может не только отвечать вам на промпты, и использовать его так было бы просто безумием, но создавать целые пространства. Например, смоделируем ситуацию. У меня был мит с каким-то моим знакомым, и мы решили сделать вместе стартап. И мы решили, что для нашего стартапа нам нужно срочно прописать задачи по запуску стартапа, нам нужна база данных, что наподобие CRM-ки, и еще, возможно, мы накидали уже пул идей и задач, которые хотим реализовать. И у меня есть, по счастливой случайности, текстовый транскрипт, но, может, у меня его нет, тогда у меня есть всегда мои заметки и возможность написать что-то своими ручками. Так вот, я все это опишу своему ассистенту. Первое, что я сделаю, это попрошу не использовать существующие базы данных, потому что я работаю уже в своем пространстве и показываю вам в своем пространстве. Если я введу промпт, то он изначально будет подразумевать, что у меня уже в Notion есть какая-то информация, будет спрашивать, связать ли мне там с такими-то таблицами уже существующими. Мне такое в нашем примере не надо, поэтому я им напишу, чтобы он не использовал базы данных внутри моего пространства. А дальше мой промпт, предположим, мы придумали стартап НКО, что это будут кружки для взрослых, типа йога-студия только для взрослых. И вот мой промпт: создать в рабочем пространстве систему, цели прописала, структуру базы данных прописала. В общем, тут много текста. Если вам интересно этот промпт отдельно, а вдруг просто интересно, можно сейчас поставить на паузу, заскринить, почитать. Я не буду все это читать вслух, но вот у меня есть такая вот расшифровка, предположим, нашего разговора с моим потенциальным партнером. Отправляю весь этот промпт моему агенту. В среднем 10 минут потребовалось ему на создание всего. Давайте посмотрим, что получилось. Центр увлечений для взрослых. Есть статус, есть связанные задачи, канбан проектов, можно перетаскивать текущие проекты, все задачи. Задачи есть, они связаны с проектом, есть оценка в часах, есть связь с контактами, есть доска задач отдельно, да, которые мы можем перетаскивать, календарь задач, где можно все задачи сразу растащить по календарю, курсы, прекрасно, курсы по статусу, все абонементы с ценой, он сразу проанализировал, какие мы можем сделать абонементы. Прекрасно. И сразу я могу даже к нему привязать активных владельцев, если у меня уже пошел процесс. Это все немножко в свернутом виде, но доработать это ничего не стоит, если сравнивать с тем, чтобы разработать это с нуля. Что у нас еще есть? У нас есть центр увлечений, и вот тут уже даже борт, основные базы, операционка, абонементы, финансы, расписание, контакты, идея названия центра, первые курсы, примеры абонементов. Тут я уже могу сразу ставить себе новые курсы, добавлять, они появятся в другой базе данных, потому что он все связал. CRM-ка есть отдельно, не проработанная. Надо здесь немножечко добивочку сделать. Шаблоны и черновики. Проекты, контакты, задачи, сессии. Хорошо. В целом у меня был промпт один, и это надо доделывать, но у меня уже есть столько созданной информации. Где здесь ловушка? Можно в ней закопаться. Где здесь что-то прекрасное? Она уже создана. Это уже не с пустого страницы начинать. Я забила очень большой промпт. Начинайте с маленьких. Делайте так же, как с любым чатом GPT или клаудом, с чем угодно. Мы начинаем с маленького промпта, а потом его расширяем. Я не совсем, может, корректно показала.
Но суть такая, что это сделано в Notion, это разные базы данных, и о том, что это все разные базы данных, а не просто вкладки, я рассказываю в выпуске Notion 3.0, он вышел буквально через 2 дня после сегодняшнего выпуска, так что если вы смотрите чуть позже, то можете его посмотреть там про все обновления, я там подробно рассказываю про то, почему вот этот вот прикол выглядит именно так. Но это то, что касается, да, промпта, я могу так попросить его что-то сделать, а также, если бы в настройках у меня есть Notion AI, я могу подконнектиться к Gmail, Google Drive, к Jira, и если я все это сконнекчу, то мой Notion агент сможет брать данные оттуда, то я смогу попросить, а где-то было письмо там с моего инкубатора, что мне писали что-то по такой-то счет фактуре, и он вытащит это письмо, или поставь мне такое-то уведомление, или Google Drive, найди мне там такую-то инструкцию, она точно была, я помню, или в финансовом доге что-то было, он сможет все это просматривать и вытаскивать вам. Ну, по-моему, дикий прикол. Но как же его персонализировать? Мы сегодня именно за этим собрались, потому что про его возможности я рассказывала вот как раз-таки в этом видео Notion 3.0. А если хотите подробный разбор с реальными кейсами, с тем, как он вытаскивает информацию, чтобы все это выводило здесь красиво на экран, дайте знать в комментариях, стоит ли делать такой выпуск. Сегодня про персонализацию. Когда мы нажимаем на нашего Notion ассистента, а он вот здесь, в нижнем правом уголке, мы можем нажать на его иконку, и тут будет написано «Персонализация». Мы персонализируем. Можно дать имя. У меня Лулу. Можно дать какую-то шапку, панамку. У меня котик. Ну, а почему бы нет? Выбрать то, что вам нравится, и вот здесь мы можем изменять инструкции. Или взять какую-то готовую, например, минималист simple and effective, да, простой и эффективный. Я нажимаю минималист, и вот мне открывается его инструкция. Тут прописано, какая у него личность, как он с вами коммуницирует в чате. Прямо здесь, если мне ничего не понятно на этом английском, я могу написать «переведи полностью на русский». Он понимает, о какой странице я говорю, потому что вот здесь вот по умолчанию всегда добавляется страница, на которой я нахожусь, и он первостепенно понимает, что я именно о ней говорю. А уже если он на ней не находит данных, он идет и думает дальше. И вот я его просила перевести полностью на русский эту страницу, он немножко подумает, переведет, и я буду видеть, что вообще, какое описание у этого агента. Отлично, у нас есть перевод. Я могу попросить перевести прямо внутри страницы, чтобы у меня не просто в чате было, а чтобы у меня прямо в странице было написано. Видно, что это за страница, подсказка есть, идентичность, да, ты просто эффективен, сосредоточен на точной доставке нужного результата, бла-бла-бла. Это можно прочитать, не буду читать вслух. Но вот здесь вот память, она автоматически будет добавляться по мере взаимодействия со своим агентом. Да, можно пользоваться вот такими вот стандартными агентами, но это неинтересно, и это очень какой-то сжатый функционал. Намного интереснее пойти опять в персонализацию, нажать на своего агента, и вот здесь среди всех инструкций есть Create Your Own, то есть создать своего собственного агента. Я сюда нажимаю, опять прошу перевести страницу на русский прямо внутри страницы, он переведет, и здесь я уже могу начать создавать своего агента. Начать создавать с нуля его очень странно и непонятно. Ну и что мне написать, какая у него там идентичность, и что мне написать в чате, что мне вообще сделать. Поэтому нужно какие-то опорные вопросы и изначальная цель, а зачем вам этот агент в большинстве своем нужен. Скорее всего, вы используете Notion для себя или для своего бизнеса, поэтому неплохо рассказать бы Notion про себя. Скорее всего, у вас есть проекты и рабочие задачи, поэтому неплохо бы рассказать ему про свои рабочие задачи. И, скорее всего, у вас есть еще какие-то данные, типа своих стратегических целей, тоже ему надо их дать. Если они уже лежат у вас в Notion, это все можно дать через вот такое упоминание собаки. Если они лежат, то прописать прямо здесь. И как мы это с вами будем делать? Я пошла в дешифровщика, надиктовала ему голосом то, что хотела бы получить. Смотри, это примерно черновая структура Notion агента. Я вот хочу создать своего агента, хочу, чтобы это был мой ассистент в управлении моим пространством Notion. Информацию про меня мне бы хотелось, чтобы она была помещена на отдельную страницу про меня, и там сразу были бы опорные вопросы, где я могу рассказать про себя как личность, про себя как бизнесмена, про себя, про свои проекты. Я хочу отдельную страницу стратегические цели, а также я хочу просто описание этого ассистента, какой он должен быть. Мне надо, чтобы он отвечал четко по делу, переспрашивал. Введи все вот тебе доступные какие-то штуки, какие-то вопросы опорные, на которые я могу ответить, для того, чтобы
Это был классный ассистент, подходящий именно мне. Сейчас я просто скопирую дешифровку своего текста. К сожалению, почему-то в Notion мы не можем голосом вводить, поэтому я не буду писать это все текстом. То есть мы сразу уже даже на моменте настройки не просто описываем что-то, а пользуемся возможностями внутри Notion. My Notion AI. Давайте переназовем. Мой агент 1.0. Я вижу, что создались какие-то страницы, но они где-то в других местах создались. Я их перемещу как раз-таки в мой агент 1.0. Перехожу на страницы, нажимаю Move to, мой агент 1.0. Так, я вижу, что у меня здесь есть теперь 3 страницы, которые надо заполнить. Вот эта инструкция мне уже не нужна, я удаляю. Мы вообще можем использовать любую страницу как своего агента. Не обязательно делать именно так, но так он у нас уже установился. И память мы оставим, блок, взаимодействие в чате, окей. Маша, профиль. Здесь надо на все вопросы ответить. Цели. Какие-то лишние ссылки я удаляю. Потом ассистент описание. Тут уже неплохое описание введено. Можем вот это идентичность и взаимодействие просто удалить. Вот это сделать в формате текста. И вот у меня уже есть роль ассистента, поведение и стиль, протокол уточнений, полезные вводные обо мне. Так, со страницы, откуда будет брать? Он будет брать эти данные со страницы через собачку, уточняю, Маша профиль, а приоритеты и критерии успеха бери со страницы. И тут мы собаку вставили. Стратегические цели. Память здесь автоматически будет фиксироваться. Мне, по сути, осталось только профиль заполнить и стратегические цели. Могу какую-нибудь иконку сюда поставить, обложку, просто чтобы для разнообразия, чтобы страница выглядела симпатично. И тут просто будет обо мне. Это я все не буду с вами вместе заполнять, но это то, как мы создаем своего собственного агента. Мы вводим сюда все нужные стартовые материалы и информацию. Мы вгружаем в него все, чему бы учили нашего реального ассистента, если бы перед вами был реальный человек, но какой-то супергений, который мог бы потребить большие объемы информации. Если мы хотим, чтобы он всегда ссылался там и помогал нам именно с задачами, но тогда полезные вводные обо мне были бы всегда проверяя мои входящие задачи и ссылка на мою базу данных с задачами. Я сейчас вам покажу уже готового и настроенного такого агента. Вот мой контент-агент, с которым я сейчас пишу некоторые тексты, все равно их дорабатываю. Надо понимать, что я не верю, что агент может писать идеальные тексты. В текстах очень много человеческого, чтобы они были интересными, но он может писать очень хорошее, делать revision, да, search, как поиск, очень хорошее исследование делать, с факт-чекингом, только надо просить, ну и в целом немножечко помогать. И вот мой настроенный простой агент, но тем не менее на него потребовалось пару часов, чтобы заполнить его информацией. Тут личность агента и как раз-таки вот то, про что я говорила, ссылки на то, где он еще будет брать информацию. Стиль и коммуникация в чатах и взаимодействиях. Так, да и нет, да, что можно делать, что ему нельзя делать. Потом память, она заполняется автоматически. Кто я? Тут про меня, про мои какие-то цели, ценности и вообще развернутая информация, контент-стратегия. Соответственно, все здесь прописано. Редакторский тон сгенерирован. Прошлый контент, то, что в Телеграме я считаю за хорошие публикации, то, что в сценариях я считаю за свои хорошие тексты. В общем-то, все, из чего он сможет сделать какие-то выводы. Надо понимать, что чем больше информации я дам, тем лучше он сможет работать. Но это, например, очень узкоспециализированный агент, он только для контента. Мы можем внутри агента прописывать разные моды, разные вариации, что если я к тебе вопросом о здоровье, использую вот эти инструкции, а если я к тебе с вопросом о бизнесе, использую вот эти инструкции. И для этого нам не обязательно всегда строить что-то с нуля, как вот мы с вами только что делали, с нуля шаблон. Для этого мы можем всегда пойти вот сюда в персонализацию, и здесь можно browse template, go to marketplace. На marketplace уже очень много шаблонов. И я для своего контент-шаблона взяла тоже шаблон уже готовый. Он был здесь от кого-то, от моей Анны из Франции, наверное. Вот она. Я взяла его, попросила Notion AI перевести его на русский и заполнила его с модификациями под себя.
Вы можете посмотреть, что есть на маркетплейсе. Безусловно, здесь уже много кто классного чего сделал. Я создала подборку топ-5 шаблонов, ассистентов, и она доступна на Boosty. Также на Boosty есть 3 уровня подписки. Это Page, где ежемесячно я выбираю для вас топ лучших шаблонов, которые сама опробовала, что они хорошие. Это Database, где я еженедельно выкладываю обучающие видео по Notion, там уже собрался целый курс для начинающих и продолжающих, целая энциклопедия, и также Workspace. Workspace включает в себя материалы со всех уровней, а еще там ежемесячно выходит один большой мастер-класс, за который голосуете вы. Тема какую тему вы выберете, такую я и сниму. От нуля до готового пространства. Такие истории есть на Бусти. Все, хотела сегодня кратко, поэтому на сегодня у меня все. Если вы хотите, то под ссылкой под этим видео будет шаблон для простого агента доступен. Можете скачивать себе и заполнять его. Можете делать потом инструкции, что я сегодня дала. По ссылке в описании совсем простенький будет шаблон просто для того, чтобы проэкспериментировать, нравится вам это или не нравится, или если вы боитесь что-то с нуля делать. На сегодня все. С вами, как всегда, была я, Маша. Если нужно развернутое, более подробное видео вообще про все возможности Notion AI сейчас, на сегодняшний день, дайте знать в комментариях. А пока можно смотреть уже вышедшие видео, они не потеряли своей актуальности. С вами, как всегда, была я, Маша. Я вас всех целую и обнимаю. Увидимся с вами на следующей неделе на этом же месте. Пока!